А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SALE40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами Шестизарядный револьвер. Сегодня мы находимся на сайте MyCSGO, и в этом выпуске вы можете называть меня дураком, потому что сегодня я буду ловить молнию. Да, сегодня мы будем открывать только один кейс из серии All-in кейсов. Это будет АВП молния. Депозит мой сегодня 20 тысяч рублей. Вы знаете, то, что я не люблю делать настолько большие депозиты, но я думаю, если мы выбьем сегодня молнию, то окупимся прям хорошенько. Поэтому можете пожелать мне удачи, поставить лайк, подписаться на канал, и будем начинать. Ну что же, вот перед нами эти легендарные all-in кейсы, но сегодня нас не интересует ничего, кроме АВП. Вот она, удар молнии. Какой красивый авик. Горшок жив. Давайте начнем открывать. Я надеюсь, что моего баланса вообще хватит, потому что если вы смотрели предыдущие мои видео, вы знаете что я не умею рассчитывать баланс и постоянно его мало. Поэтому я надеюсь, что в этом выпуске все четко хватит, мы выбьем удар молнии и будем безумно рады. Вообще хотелось бы выбить этот авик, ну если есть такая вообще возможность, до 10 тысяч рублей, то есть за десятку буквально. Чтобы еще осталось на что-то другое. Но наша главная цель, все, мы бьемся лбом в стенку и надеемся ее пробить. Удар молнии прям очень крутой, прям супер красиво выглядит, и я думаю, даже там закаленный в боях или поношенный, он все равно не теряет своего паттерна. Конечно, я не мастер скинов, можете меня поправить в комментариях, но вот со стороны, как я это вижу, то тут нет же особого прям стена, то есть тут есть какой-то фон, на котором, собственно, удар молнии сам и произведен. Вроде бы такая простая идея, да, для стена, но по итогу он очень дорого стоит и, в общем, уважаемый авик. Ну, смотрите, пока что это просто, полный подъеб идет. На данный момент мы потратили практически десятку, ничего не выбили. Может быть, капилляры еще сейвить, потом из них сделать. Добро пожаловать, друзья, добро пожаловать. Ну, я тот самый дурак, который поймал в сумку молнию. Удар молнии на ваших экранах за 54 тысячи рублей. Смотрите, как получилось. Восьмерик потратил, будто вот, блядь, так и чуял, то, что даже меньше десятки потрачу, ну, вот там десятку, сейчас восьмерик, и все-таки мы получаем удар молнии за 54 тысячи рублей. Друзья, ну это, наверное, самый легендарный выпуск. У меня уже были сомнения, выбью, не выбью, если сейчас потрачу баланс весь, блядь, и я бы мог его потратить сейчас за 5 минут выпуска, и я не знаю, что тут даже было бы монтировать. По итогу мы его выбиваем. Найс. Просто супер. Все. Это мы, естественно, оставляем. Давайте, может быть, темочку попробуем поймать. Поток информации. Супер красивая М-ка. Давайте также по одной штучке открывать. Если выбьем еще и М-ку, ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, ну это прям... Я не верю своим глазам. Утро начинается, реально доброе утро сегодня. А если сейчас выбьем М-ку, М-ка, кстати, поток информации очень крутая, но вот единственный момент, я все-таки предпочитаю больше М4 А1, без, не С-ку, не с глушителем, а без глушака. Не знаю почему, такое предпочтение, но будто из нее приятнее стрелять. Напишите в комментариях, у вас какая М-ка все-таки, какая для вас лучше. С-ка с глушителем, либо же без глушителя, тяжелая. Практически все время, сколько в КС-ку играю, всегда играю вот без глушителя. А есть, интересно, вообще странные люди, которые от М-ки с глушителем откручивают глушитель и играют так. Вообще на про-сцене ни разу таких не видел, да и в общем в катках тоже таких не видел, ребят. Причем от Юспа же Моноси вел такой, так сказать, тренд, что нужно открутить от Юспа глушитель, чтобы раздать невероятно по головам. И я вижу то, что за ним прям начинают повторять. Вот. Но с Эмкой я таких приколов не видел. Ну, и в принципе, да, зачем откручивать от антиглушитель, если есть и так М-ка без глушителя, да, такой риторический вопрос. Открываем, надеемся на поток информации. В общем-то, М-ка сама по себе очень красивая. Тоже вот, да, так подумать, ничего же в этой М-ке такого и нету. Она такая же вот просто, грубо говоря, белая М-ка с какими-то минимальными там рисунками на ней, да, с
с какими-то опознавательными знаками, грубо говоря, но тоже стоит 17 тысяч рублей. Тут как бы сама суть, да, все дело в простоте. Все простое очень хорошо ценится, потому что поток информации чем-то похож на Азимова. У Азимова, конечно, свой паттерн, своя совершенно уникальная раскраска, но вот именно простотой, белым цветом. Жаль, кстати, нет Авика потока информации. Кажется, Авик потока информации выглядел бы круто. Или, может быть, он есть, как и новый Hyperbеast, который я просто, блядь, никогда в жизни не слышал, а потом как-то он мне выпадет, и у меня просто челюсть упадет. Ну что, все-таки выпадет, не выпадет нам поток информации? Наверное, жирно уже будет. Хотя по факту мы и так пиздец какой жирный улов с вами сорвали. Прям куш. Другим словом не назвать. У нас остается 1300 рублей на балансе. Давайте сейчас добьем. Уже выходить бессмысленно. Да и вдруг все-таки на последних все-таки выпадет нам та самая легендарная эмочка. И мы сегодня уйдем в такой плюс. Фу. Что ни в сказке сказать, ни пером описать, друзья. Северный лес. Только северный. Мы пока только в чаще леса бродим. И, в принципе, так мы в ней бродить и заканчиваем. Потерялись мы в лесу. Ну что, друзья, я успешный дурак. Как я еще раз повторяюсь, да, я словил молнию. И это прям не может не радовать. Это очень круто, потому что в момент я уже думал то, что все потеряно. Это, блядь, слитая двадцатка в никуда. Как обычно, потому что каждый раз, когда я делаю большой депозит, хотя это было всего лишь один раз за все выпуски, все, блядь, шло по пизде, мы окупались там всего лишь на 3000 рублей, и то как-то еле-еле, непонятно как. Тут твердый окуп в 30 плюс тысяч. Ну как можно не радоваться этому? Всем спасибо за просмотр данного видео. Желаю вам всем удачи и такого же крутого дропа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пользуйтесь моим промокодом при пополнении. Всем пока!